Алексей Воронов жил в небольшом городе Костроме и вместе с супругой управлял семейной мастерской, где из дерева создавали необычные сувениры и предметы для украшения дома. В один из летних выходных мужчина отправился за город, чтобы найти подходящие ветки и древесину для новых изделий. День стоял жаркий, вокруг пахло травой и нагретой хвоей, но возле старой лесной дороги Алексей неожиданно услышал слабое мяуканье. Сначала он решил, что звук доносится из кустов, однако вскоре заметил на небольшой поляне несколько крошечных котят. Малыши сидели возле картонной коробки, тесно прижавшись друг к другу, и испуганно озирались по сторонам. Рядом не было ни кошки, ни людей, ни жилых домов, поэтому мужчина сразу понял, что котят намеренно привезли в лес и оставили там. Несмотря на лето, малыши были измучены жаждой, голодом и долгим пребыванием под солнцем. Некоторые почти не двигались, а один котенок лежал в стороне и лишь тихо подавал голос. Алексей не смог пройти мимо. Он осторожно собрал всех найденных котят, постелил в машине старое покрывало и отвез их к себе домой. Большинству малышей было не больше нескольких недель, и только одна полосатая кошечка выглядела немного старше остальных. Во дворе Алексей временно разместил котят в прохладной летней кухне, поставил миски с водой и кормом, а затем рассказал о находке в социальных сетях. Мужчина надеялся, что публикация поможет быстро найти для малышей заботливых хозяев, однако история неожиданно получила широкий отклик. Люди делились записью, предлагали помощь, привозили корм, лекарства, пеленки и переноски. Некоторые переводили деньги на лечение котят, хотя Алексей никого об этом не просил. Через несколько дней о необычной находке узнали местные журналисты. Они приехали к мужчине, поговорили с ним и решили вместе вернуться на то место, где были обнаружены малыши. Во время съемки один из участников группы услышал мяуканье возле заросшего оврага. Там, среди высокой травы и сухих веток, нашли еще нескольких котят. Они были напуганы, покрыты грязью и сильно ослаблены. Судя по всему, кто-то снова привез животных в лес, надеясь, что их никто не заметит. Алексей забрал и этих малышей, хотя прекрасно понимал, что заботиться о таком количестве животных будет непросто. К тому времени он уже освободил часть хозяйственной постройки, установил там деревянные перегородки, сделал удобные лежанки и защитил окна сеткой. Для котят купили корм, средства от паразитов и необходимые лекарства. Всех животных осмотрел ветеринар, назначив самым слабым лечение и специальное питание. Постепенно малыши начали восстанавливаться. Они набрали вес, стали активными и целыми днями бегали по просторному помещению, играя с мячиками, коробками и деревянными игрушками из мастерской. Алексей в шутку называл это место кошачьим общежитием, потому что каждый его обитатель имел свой характер и любимый уголок. Одни котята постоянно просились на руки, другие предпочитали наблюдать за людьми издалека, а самые смелые пытались пробраться в мастерскую и исследовать все вокруг. Волонтеры помогли красиво сфотографировать каждого малыша и подготовили отдельное объявление с описанием характера, возраста и состояния здоровья. Несколько котят вскоре уехали в новые семьи, где их ждали теплые лежанки, игрушки и заботливые хозяева. Остальные продолжали жить у Алексея, ожидая своих людей. Мужчина не жалел о своем решении, хотя теперь почти все свободное время уходило на уборку, кормление и поездки к ветеринару. Он говорил, что настоящая помощь начинается не с громких слов, а с простого поступка, который человек совершает, когда рядом кто-то оказался в беде. Хочется верить, что каждый спасенный котенок обязательно найдет любящий дом и больше никогда не столкнется с человеческой жестокостью. А тем, кто способен оставить беззащитных животных далеко от людей, стоит помнить, что равнодушие и зло редко исчезают бесследно. Дорогие зрители, поделитесь в комментариях своим мнением об этой истории. Если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!